Всем привет! Сегодня я хочу показать, как вязать ажурный узор, который хорошо подходит для летних изделий. В принципе, он подойдет и не только для летних изделий, можно его и вязать пряжей с содержанием шерсти, он не слишком ажурный, небольшие отверстия, и в принципе можно вязать и из шерсти. В частности, я вяжу таким узором кардиган из хлопка. Этот кардиган я вяжу по принципу своего же жакета «Лучи солнца», на который есть видео у меня. Я оставлю ссылочку под видео, можно будет посмотреть. Принцип расчета здесь такой же, но есть изменения. Другой, естественно, узор, и кроме того в самом вязании есть изменения. Подробно принцип расчета можно посмотреть в этом видео, о котором я говорю, по жакету «Лучи солнца». Смысл его в том, что из общей ширины изделия, то есть по обхвату, вычитается ширина горловины. При этом она не должна быть слишком широкой, это примерно 12-13 сантиметров будет достаточно. И оставшаяся часть в сантиметрах сначала делится пополам. К одной половине прибавляются та часть, которую мы вычитали для горловины, а вторая часть делится пополам, и та, которая делится пополам, это будут полочки. А та, к которой присоединяем ширину горловины, это будет ширина спинки. То есть ширина спинки будет гораздо шире, чем две полочки в сумме. Ну, в общем, более подробно можно посмотреть, я там показывала. Здесь у меня на спинке 10 раппортов, а на полочках у меня по 4 раппорта. Какие я здесь внесла изменения? Я вязала также, не убавляя по краям, не вывязывая горловину. Единственное, здесь я вывязала скосы плеч. Так, сейчас я возьму вот жакет мой, о котором я говорю, кто не видел, «Лучи солнца». Так, здесь я вязала по прямой, без скоса плеч, по плечам. А когда я набирала петли для рукава отсюда и вязала вниз, то здесь я немножко стягивала, и за счет этого плечо все-таки опускается. А в этом кардигане я вяжу уже, вывязываю укороченными рядами скосы плеч. Также здесь я вязала прямые полочки и обвязку делала крючком полностью по спинке и по полочкам. Здесь же я хочу также внести изменения. Сейчас я полочку покажу. Так, вот полочка. Она также идет прямая. Вот здесь хорошо видно скос плеча. И здесь я по краю полочки, здесь будет сторона шва и рукава, а это середина изделия, середина передней части, край полочки. И здесь я добавила к узору 3 петли. После кромочной лицевая, изнаночная, лицевая. Затем уже начинается узор. Узор начинается с изнаночной. И я хочу захватить крайние 6 петель и ими, как планкой, закрыть горловину спинки. Также точно я делала в кардигане «Уют». Планкой закрывала, одновременно провязывала планку и закрывала петли горловины спинки. Здесь хочу также попробовать. Если все хорошо сядет, то крючком я обвязывать не буду, оставлю такой край, без обвязки. Он хорошо лежит, смотрится ровно, за счет того, что это как бы резинка 1 на 1, край не закручивается и лежит все хорошо. Вот такие изменения я внесла. А принцип расчета такой же. Все вяжется по прямой и довольно просто. Единственное, что я где я делала убавки, это небольшие убавки я делала на рукаве. Вот здесь. Здесь тоже нет никаких убавлений по горловине на полочках.
идет по прямой. Таким образом можно использовать любые узоры. Это очень хорошо подходит для начинающих, чтобы набить руку на узорах. И одновременно не палантин какой-то вязать, а уже плечевое изделие. Оно очень просто вяжется. Рукав можно тоже вязать по прямой, если вам сложно убавлять. Но в принципе здесь убавлять узор несложно, так как он делится на полосы. И здесь можно контролировать. Здесь между изнаночными идет 7 лицевых, и на них вывязывается узор. Потом опять изнаночная, 7 лицевых, изнаночная, 7 лицевых. И так весь узор. Поэтому, в принципе, я думаю, что даже здесь и с убавками никаких вопросов возникнуть не должно. Рукав я планирую здесь также вывязывать из проймы. Какой он будет ширины и длины, я пока думаю. Ну, длинный он точно не будет, так как я в летних изделиях не люблю длинные рукава. Я и в зимних крайне редко вяжу полноценной длины рукав, а в летних уж тем более. Скорее всего, это будет или 2/3, или 3/4. И также рукав будет не зауженный. Буду набирать из проймы. Единственное, что здесь я не буду уже пройму так сильно стягивать, так как здесь есть скос по плечу. Так, вяжу из пряжи детский хлопок от Пехорки. Цвет это 411 мята. Это 100% мерсеризованный хлопок, в 100 граммах 330 метров. Я уже много вязала из этой пряжи, она мне очень нравится, хорошо носится, легко вяжется и очень приятная к телу. Тактильно очень приятная пряжа и надежная такая, хорошая. Поэтому я люблю из нее вязать и носить эти вещи. Здесь рекомендуется, разрешена машинная стирка при 40 градусов и можно гладить. Здесь написано на двоечке, я глажу на тройке. Эта пряжа не боится ни отпаривания. Этот узор уже у меня отпаренный, потому что он сворачивается. Сейчас буду вязать образец, будет видно. Он расправляется именно после отпаривания. С обратной стороны отпариваю, и ничего не происходит страшного, потому что, как я сказала, эта пряжа, она не боится отпаривания. Итак, сам узор. Вот такая схема. Ссылку на схему я оставлю под видео. Один раппорт узора в высоту составляет 48 рядов, которые повторяются. В ширину узор составляет 16 петель плюс 1 петля для симметрии в конце ряда. Если вы вяжете этот узор в каком-то изделии, будете использовать его при вязании по кругу, то петлю для симметрии не нужно. Если вяжем поворотными рядами, то набираем количество петель такое, сколько нужно раппортов, и в конце 1 петля для симметрии. Так как раппорт начинается с изнаночной, и ряд должен закончиться также изнаночной петлей. Или той петлей, которую, если вы добавляете по краям еще какие-то петли, так как добавляла я. Я добавила по планке, я сказала уже, как я сделала, 3 петли добавила. После кромочной лицевая, изнаночная лицевая. А по боковому краю, там, где будет идти шов, я после последней изнаночной добавила еще 1 лицевая, ну и, соответственно, кромочная. 1 лицевая, эту 1 лицевую я добавляю для того, чтобы при сшивании шов не выделялся. Он намного лучше садится, не садится, вернее, как, намного лучше лежит сам шов, не загибается внутрь, когда после кромочной идет именно лицевая, а не изнаночная петля. Более ровный такой шов получается и практически незаметный. Я соединяю изделие крючком, соединительными столбиками, и когда по краю, как я сказала, идет лицевая, то этот шов, он, если его специально не растягивать, то он в изделии абсолютно не виден. Когда я довяжу этот кардиган полностью, я покажу в каком-нибудь из видео, или о готовых работах, или отдельно видео сниму. Расскажу, сколько я петель набирала, сколько рядов провязала, как делила петли на скос плеча, укороченные ряды, и что в результате потом покажу, как я оформила саму горловину, обвязывала, не обвязывала. Пока вяжу,
а там будет видно. Когда будет готово, все покажу. А сегодня я хочу показать, как вязать узор для тех, кто не умеет или не любит вязать по схемам. Для образца я наберу 2 раппорта, буду показывать. Здесь больше не нужно. 2 раппорта будет, я думаю, понятно. В ширину 2 раппорта, это по 16 петель, 2 раппорта и 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. Петли буду набирать обычным способом, причем в самом начале здесь ряд начинается сразу с провязывания 2 вместе и накиды есть. Когда схемы начинаются таким образом, обычно в начале изделия внизу я провязываю 2 подготовительных ряда. То есть не сразу начинаю провязывать узор, а вяжу 2 подготовительных ряда. И в данном случае я провязывала эти 2 ряда в соответствии с узором. То есть сам узор я не вязала, но провязывала там, где изнаночная дорожка, вязала изнаночную. Затем лицевые 7 их здесь, 7 лицевых, провязывала просто 7 лицевых, изнаночная, 7 лицевых, изнаночная. И так повторяла первый ряд. Второй ряд по узору. И уже со следующего ряда я начала с первого ряда вывязывать узор. То есть эти 2 подготовительных ряда, они в расчет не входят, а повторяются только 48 рядов узора. Сейчас я наберу петли для образца и начну так же, как начинала в самом изделии, с 2 подготовительных рядов. Я набрала для образца 35 петель, 2 раппорта по 16, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Вязать буду спицами тем же номером, которым вяжу свой кардиган, это 2,75. И начинаю вязание, как я сказала, с 2 подготовительных рядов, которые в раппорт узора не входят. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 1 раппорт. И повторяем. 1 изнаночная, 7 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце ряда вот эта петля для симметрии изнаночная. Кромочную также провязываю изнаночной петлей. Второй ряд все петли по узору. Видим лицевую, вяжем лицевую. Она идет 1 лицевая, 7 изнаночных, 1 лицевая, 7 изнаночных. Итак, изнаночные ряды, они все вяжутся по узору. В схеме указаны только нечетные ряды лицевые. Если вяжете по кругу, то это нечетные ряды, просто нечетные ряды. Если вяжем поворотными рядами, то это изнаночные ряды. В круговом вязании вяжем также 1 изнаночная, 7 лицевых, то есть по узору. Со следующего ряда начинаем провязывать раппорт узора в высоту. Первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. При этом захватываем 2 петли за передние стенки.
Я провязываю петли изнаночные классическим способом, поэтому они у меня и так расположены ко мне передней стенкой. Если вы вяжете петли бабушкиными изнаночные, то вам нужно будет их развернуть так, чтобы передняя стенка была выше задней стенки. 2 вместе, значит, лицевой я провязала с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевых, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю ее через предыдущую петлю. Это протяжка называется. Если опять же вы вяжете бабушкиными петлями, то вы просто провязываете за задние стенки вот так 2 петли вместе. Дальше 3 лицевых. Это один раппорт. Повторяем его. Изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых. В конце ряда изнаночная петля. Кромочную также вяжу изнаночной. Второй ряд и все последующие изнаночные ряды или четные вяжутся по узору. 1 лицевая, 7 изнаночных. При этом накиды провязываются. Я делала накид от себя, поэтому также провязываю его за переднюю стенку. Вот он накид, провязываю его за переднюю стенку, и у меня получается отверстие. То есть не скрещенным. Накиды провязываем не скрещенными. Вяжем до конца ряда. 7 изнаночных, 1 лицевая чередуется. Изнаночные ряды я дальше показывать уже не буду, они вяжутся по узору. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, то есть протяжка, 2 лицевые. Это один раппорт. Если вы заметили, между в середине раппорта провязывается 1 изнаночная. По краям от нее по 7 лицевых петель. Первая часть раппорта провязывается в одну сторону, вторая часть в зеркальном отражении первой части. Это потом, когда вы побольше рядов провяжете, вам будет легко так ориентироваться. Можно запоминать только первую часть, а вторая часть раппорта вяжется в зеркальном отражении к первой. Так просто проще запоминать. Повторяем раппорт. Изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и в конце ряда изнаночная, кромочная. 4-й ряд по узору. 5-й ряд.
кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо лицевой, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Повторяем раппорт. Изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная. 6-й ряд, как смотрят петли. 7-й ряд, кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная, кромочная. 8-й ряд по узору. 9-й ряд, кромочная, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 1, 2, 3. Повторяем раппорт. Изнаночная, 3 лицевых, 2 вместе вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе влево, 3 лицевых, изнаночная, кромочная. 10-й ряд, все петли по узору. 11-й ряд, изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых,
накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых. Повторяем раппорт. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе вправо, 2 лицевых, накид, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе влево, 2 лицевых, в конце ряда изнаночная. 12 ряд по узору. 13 ряд. Кромочная, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Повторяем. Изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, кромочная. 14 ряд, как смотрят петли. 15 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная. 16 ряд по узору. 17 ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Это один раппорт
Повторяем. Изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 3, 4, 5, накид. В конце ряда изнаночная, кромочная. 18 ряд по узору. 19 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая. Повторяем. Изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевых, накид, 1 лицевая, изнаночная, кромочная. 20 ряд по узору. 21 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые. Повторяем сначала. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, кромочная. 22 ряд по узору. 23 ряд. Кромочная, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Повторяем. Изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная,
и кромочная. Двадцать пятый ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Повторяем. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. В конце ряда изнаночная и кромочная. 27 ряд. Кромочная, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Повторяем. Изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, в конце ряда изнаночная и кромочная. Двадцать 29 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Повторяем. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, изнаночная, кромочная. Тридцать первый ряд. Кромочная, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Повторяем. Изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Изнаночная, кромочная. 33 ряд. Кромочная, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Повторяем раппорт. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3. Изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, кромочная. 35 ряд. Кромочная, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Повторяем. Изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 1 лицевая. В конце ряда изнаночная и кромочная. 37 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Повторяем этот раппорт. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид,
2 лицевые, изнаночная, кромочная. 39 ряд. Кромочную снимаю, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Повторяем. Изнаночная, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. В конце ряда изнаночная и кромочная. Сорок первый ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, изнаночная, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, кромочная. 43 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В конце ряда изнаночная и кромочная. Сорок пятый ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые,
изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Заканчиваем изнаночная, кромочная. 47 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Заканчиваем ряд изнаночной и кромочной. Все 48 рядов раппорта провязаны. После отпаривания узор расправится. Дальше узор повторяется с 1 по 48 ряд. Первые 2 ряда, как я сказала, которые подготовительные я вязала, они уже не повторяются. Повторяется только с 1 по 48 ряд раппорта. Высоту столько, сколько вам нужно на вашу длину изделия. После отпаривания узор хорошо расправляется и становится более четким. На этом у меня все. Вяжите с удовольствием. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.